Основа учения сознания Кришны, изложенного в Бхагавад-Гите Кришной, является понимание того, что мы отличное тело. That we are a spiritual being who inhabit this body for some temporary period of time. Мы являемся духовным существом, которое просто обитает в этом теле в течение какого-то времени. And why we come here? Because we have desires that we want to fulfill. И почему мы пришли в этот мир? Потому что у нас есть желание, которое мы хотели бы исполнить. Now, the living soul, the jiva, he is called Tatastha Shakti. Душу, или на санскрите джива, называют Татастха Шакти. That is, that he is has the prerogative of living either in this material world or in the spiritual world. Это значит, что душа может выбирать, жить ей в материальном мире или в духовном мире. The soul, the jiva, the spirit has let's say the nature of the soul is Sachidananda, eternity, knowledge and bliss. И природой вот этой духовной частицы души является вечность, знание и блаженство. But we're born into a world, into a material world has the opposite nature. Но мы рождаемся в материальном мире, в мире, который обладает совершенно обратной природой. Everything in this material world is temporary. В этом материальном мире все приходящее. We're born into a condition of ignorance. Мы рождаемся в невежестве. And as hard as we try to be happy, we're not always successful. И несмотря на все наши упорные попытки стать счастливым, это не всегда у нас получается. So, by the Lord's arrangement, He provides a way for us to realize our spiritual nature. И Господь так устроил, что у нас есть возможность прийти к пониманию своей духовной природы. So that we, in this human form of life, gives us the opportunity to realize that spiritual nature. И человеческая форма жизни как раз позволяет прийти к пониманию этой своей духовной природы. And if we're successful in that, at the end of this life we can transfer ourselves to the spiritual world, which is eternal, full of knowledge and full of bliss, just as we are. И если мы достигнем успехов в этом направлении, то в конце жизни мы можем перенестись в духовный мир, мир вечности, знания и блаженства. Now, most people, let's say it's probably not an exaggeration to say that most people are born into this world by accident. И не будет преувеличением сказать, что большая часть людей, родившихся в этом мире, родились случайно. That is to say, the parents are not planning on conceiving a child. Другими словами, родители не планировали зачатие ребенка. But anyway, somehow or other we get here. Но так уж получилось. In Krishna consciousness, though we understand the parents, they have the opportunity to prepare to create a to create a good. Parents have the opportunity to create good fortune for their children. И у родителей, сознающих Кришну, есть возможность создать ребенку благоприятные условия, сделать его жизнь успешной. So, in the Vedic culture, the begetting of children was done as a very deliberate act. И в ведической культуре зачатие ребенка это было очень такой осознанный поступок. And the parents, they would engage in various what are called samskaras or purificatory ceremonies for the benefit of their children. И родители проходили через самскары или очистительные обряды, предназначенные для блага будущего ребенка. So by doing that, one, let's say, creates a very spiritually favorable situation for the child. И вот благодаря этим обрядам создается очень хорошая духовная благоприятная обстановка для будущего ребенка. Now, we ourselves, we're trying to create this spiritual culture in the middle of a material culture.
И мы пытаемся создать такой островок духовной культуры прямо посреди океана материальной культуры. So the influences are not always favorable. И поэтому влияние со стороны далеко не всегда благоприятное. But so that means that we have to make some extra endeavor to make the circumstances favorable. И это означает, что нам придется приложить дополнительные усилия, чтобы сделать обстановку благоприятной. So, this is done by, let's see, the first samskara is called the Garbhadan samskara. И вот первый из таких очистительных обрядов самскара называется Гарбхадгана самскара. This Garbhadan samskara is performed by the parents prior to the act of conception. И родители проходят этот обряд еще до того, как они будут зачинать ребенка. And in our spiritual master, Srila Prabhupada, has given us a specific samskara to do. И наш духовный учитель Шрила Прабхупада, он нам дал четкое описание этой самскары, как ее проводить. That is, he told us that the husband and wife should both chant 50 rounds of japa prior to the act of conception. И он говорил, что оба, и муж, и жена, они должны прочитать 50 кругов джапы до того, как зачинать ребенка. So, you know japa? You know chanting Hare Krishna mantra? Джапа, знаете, это повторение Хари Кришна на четках. So we chant on the beads, one round, 108 beads. So. Мы повторяем на четках Хари Кришна, и вот 108 бусинок это один круг получается. And this chanting has the effect of raising up the consciousness. И результатом вот такого повторения на четках будет то, что наше сознание, оно возвысится. Now this is very important because according to the consciousness of the parents at the time of conception, a person who has that same consciousness will take birth in that family. И это очень важный момент, потому что в семье родится такая личность, сознание которой соответствует сознанию родителей в момент зачатия. So consider one couple, they go out partying on some night and then they come back home and then they engage in the sex act and they conceive a child while they're both drunk. И можно, допустим, предположить, такая вот пара, которая отправилась где-то на вечеринку, всю ночь они прогуляли, и потом вернулись поздно домой и занялись сексом, уже будучи пьяными. So, what kind of person is attracted to that association? И вот какая личность привлечется таким общением? Some other person that likes to be drunk. Такая же личность, которой тоже понравится быть пьяным. So similar consciousness. Подобное сознание. Just like we all associate with people that we like, that are like us in some way. Так же, как сами мы общаемся с теми людьми, чье общение нам нравится. Now, if we meet somebody and we don't consider them a very nice person, we generally don't go and associate with them. Если мы встретимся с кем-то, кто нам не кажется таким очень хорошим человеком, то мы и общаться с ним не будем. So the same principle is applying here. И такой же принцип работает и здесь. That the parents, they have a particular consciousness, and there's many unlimited number of souls waiting to take birth on this planet, but a particular soul with a similar consciousness will come to their family. Есть множество душ, которые ждут очереди родиться в этом мире, но придет та, чье сознание будет соответствовать, чье сознание привлечется сознанием родителей в момент зачатия. So, what we want to do is raise the consciousness up. Поэтому что необходимо сделать? Необходимо возвысить свое сознание. And this is done by chanting the holy names. И вот это достижимо благодаря повторению святых имен. One devotee one time he told Prabhupada, he said, but Prabhupada, after chanting 50 rounds, you're not really interested in having sex. Однажды ученик преданный сказал Шриле Прабхупаде, ну а Шрила Прабхупада, прочитав 50 кругов,
Но вот чем, а сексом точно заниматься не хочется. Prabhupada said, yes, that's the idea. Чтобы Прабхупада сказал, ну вот в этом и идея. So, in any case, whatever the consciousness is, then a similar soul will come and be attracted to take birth in that family. Но так или иначе, мысль в том, что каким сознанием обладают родители в момент зачатия, такая же душа привлечется. So we can prepare our consciousness according to the kind of child that we want to have. Поэтому необходимо подготовить свое сознание в соответствии с тем, какого ребенка мы хотим. One lady in America, she wrote a book about how to have a child prodigy. You know prodigy? Prodigy means a very gifted child. И одна женщина в Америке, она написала книгу о том, как сделать так, чтобы родился одаренный ребенок. So, for example, we sometimes hear about some child at 3 years old can sit down at the piano and play Beethoven music perfectly. Как иногда можно слышать, что трехлетний ребенок, он сидит за пианино и играет Бетховена. Everybody wonders, how is it possible? И все думают, как это возможно? Because from last life. Потому что есть прошлая жизнь. That person in last life understood how to play piano, and so he's bringing that with him to this life. Человек еще в прошлой жизни овладел искусством играть на пианино и перенес это искусство с собой в следующую жизнь. In this book, then, the author is telling the parents, if you want to have a child prodigy who can play Beethoven, then what you do is you listen to Beethoven a lot, you keep that music on, you read books about Beethoven, you read books about classical music, you always think of it, you become conscious, you put that into your consciousness. И вот в этой книге говорится, что если вы хотите, чтобы у вас был ребенок, который будет играть Бетховена, то вы сами должны интересоваться Бетховеном, знать о нем, знать о музыке, так, чтобы ваше сознание было занято вот этим предметом. So if we want to have a Krishna conscious child, we have to also become Krishna conscious. И, соответственно, если мы хотим ребенка, который будет сознавать Кришну, то мы также должны сознавать Кришну. So we prepare ourselves by reading about Krishna, hearing about Krishna, thinking about Krishna all the time. И мы подготавливаем себя к этому, помня о Кришне, читая о Кришне, слушая о Кришне. And then another person, a soul, another person who always wants to think about Krishna, they'll want to come and take birth in that family. И тогда, соответственно, душа, которая тоже все время хочет помнить о Кришне, она придет и родится у нас. So this is the first samskara. И вот это первая самскара. Now the parents can choose an auspicious time for conception. И еще родители могут выбрать для зачатия благоприятное время. If you have access to a good astrologer, you can ask them, and they will, according to the horoscope of the mother and father, they can calculate a good time for that couple to unite to beget a good child. И если у вас есть знакомый хороший астролог, то можно составить гороскоп, в котором он рассчитает, исходя из гороскопов отца и матери, благоприятное время, когда родители могут соединиться, чтобы зачать ребенка. So we, usually that the horoscope we calculate from the time the child is born, but also the time that child actually comes into this world is at the time of conception. И обычно гороскоп рассчитывают, исходя из того момента, когда ребенок родился, но также важен момент, когда непосредственно само зачатие произошло, когда душа появилась в этом мире. So an auspicious time can be calculated for that. И вот для этого также можно рассчитать приятное время. Now, for the first 7 months, the child is not conscious in the womb. И после зачатия первые 7 месяцев ребенок, он, находясь в утробе, не обладает сознанием. Child is unconscious. Он бессознательный. Now, mothers, they should be very careful about what they're eating during the time of pregnancy. И, соответственно, мать, она должна очень внимательно относиться к тому, чем она питается во время For беременности. example, the fetus can be disturbed by spicy, if the mother eats spicy food or is drinking alcohol, whatever goes into the mother's body, of course, influences and affects the child. И, например, зародыш может быть обеспокоен, потревожен, если мать ест много специй или принимает алкоголь,
То есть все то, что мать ест, оно оказывает влияние на ребенка. And so the mother should be very conscious to create a nice pure atmosphere, eat pure foods, and maintain pure consciousness during pregnancy. То есть очень важно, чтобы мать позаботилась о создании такого хорошей благоприятной атмосферы, чтобы она ела чистую пищу и поддерживала чистое сознание. Now, after 7 months, at the time of 7 months, then the child becomes conscious in the womb. И к 7 месяцам ребенок в утробе матери, он обретает сознание. So just try to imagine that. Попытайтесь представить You're all packed up real tight, Вы плотно упакованы, то есть скручены. all folded up, Все конечности согнуты. and there's not a lot of room in there. И места не так уж и много. Then you become conscious. И вы приходите в сознание. Then you go, oh, where am I? И вы думаете, Боже, где я? Oh, here I am again. Looks like I'm ready to be born into this material world again. И вы понимаете, что дело идет к тому, что мне опять придется родиться в этом мире. Then the Srimad Bhagavatam explains that the child, recognizing that situation, begins to lament that, oh, I was not able to perfect my human life in the last birth. И в Шримад Бхагаватам описывается, что осознав себя в таком положении, ребенок в чреве матери, он начинает сокрушаться о том, что он не смог достичь совершенства в своей прошлой жизни. And it explains that the child, being conscious of that situation, understands that this life I must be very careful not to spoil my activity, and so that I can return back to Godhead at the end of this life. И тогда, находясь в этом положении, ребенок думает тем, что мне нужно отнестись очень внимательно к своей жизни, мне нужно вести себя правильно, чтобы не испортить свою жизнь и в конце концов вернуться домой, обратно к Богу. Now the child being conscious, he's capable of hearing and even understanding what's going on in the world. И поскольку ребенок обладает сознанием, то он может запросто понимать, сознавать, что происходит вокруг него во внешнем мире. Now we have a wonderful example of Prahlad Maharaj. И у нас есть замечательный пример Махараджа Прохлады. Prahlad, he was the son of a great demon, Hiranyakashipu. Прохлад был сыном великого демона Хираньякашипу. But he became a great devotee. Но сам он стал великим преданным. Very strange how that happened. И странно, как такое могло произойти. Even when Prahlad was growing up as like a 5-6-year-old child, his father was wondering, where did you learn all these things about God? И когда Прохлад подрастал, когда ему было 5-6 лет, его отец поражался, откуда ты всему этому узнал о Боге? And actually the child, Prahlad, he learned while he was in his mother's womb. И вот в действительности Прохлад узнал все это, находясь в чреве своей матери. That through various circumstances, his mother wound up in the ashram of Narada Muni, and in that ashram, Narada Muni was telling his mother all about the principles of spiritual life. Случилось так, что его мать, находясь в положении, попала в ашрам мудреца Нарады Муни, и находясь там, она слушала от мудреца все это знание о Боге. His mother, being a conditioned soul, didn't really remember those instructions too well, but Prahlad, in that condition, was able to appreciate those lessons very greatly. Сама его мать, она не смогла все это понять и запомнить, будучи обусловленной душой, но Прохлад, находясь в этом положении в утробе матери, он смог воспринять и усвоить это знание. So, at the time of when the mother is 7 months pregnant, then she should make endeavor to hear kirtan, to hear lectures by Prabhupada, or always be hearing chanting about Krishna. И вот в особенности в этом возрасте, когда ребенку 7 месяцев, мать должна позаботиться о том, чтобы слушать лекции Шрилы Прабхупады, слушать киртаны, то есть быть в сознании Кришны. And then the child will also have great benefit from that. И тогда ребенок также получит огромную пользу от этого. So then the birthday comes.
И тогда дело подходит к рождению. It's very fashionable in the modern day for husbands to be present for the birth of their children. В наше время это очень модно, чтобы отцы присутствовали при родах. Fathers didn't used to do that. Fathers never used to do that. Но раньше такого никогда не было. Actually, it's recommended that the man not be present for this activity. Более того, рекомендуется, что вот как раз в это время отца там и не было. It's not something that a man can really appreciate. Это не то, что мужчина может воспринять должным образом. So in any case, the child is born, and we can greet him into this world with the holy names of Krishna also. И вот когда ребенок рождается в этом мире, то мы также можем приветствовать его здесь, в этом мире, воспевая святые имена. Get yourself an accurate watch and make a point of noting what is the exact time of the child's birth. Нужно посмотреть на часы и точно засечь время, когда ребенок появился на свет. Then you can have a proper horoscope made. И тогда на основании этого времени можно рассчитать правильный гороскоп. And you can use this to help guide the child in their development. И тогда вы можете пользоваться этим гороскопом, чтобы помочь ребенку в его развитии. So the child comes into this world, what can he know? Ребенок появляется в этом мире, что же он может знать? Anything? What can the child know? Can the child know anything? То есть может ли ребенок знать все, родившись? No. The child has no way to understand anything in this world. В действительности он вообще ничего не может понять. Because there's no way to. The child has. The only thing the child can actually know is mother. Единственное, что может знать ребенок, это свою мать. Child has been with mother for conscious for the last 2 months. И он, поскольку ребенок был с матерью последнее время, по этих пару месяцев, пока он был в сознании, Child knows the sound of mother's voice. Ребенок знает звук, он узнает голос матери. And naturally, the child wants to take shelter from mother. И поэтому, естественно, ребенок пытается принять защиту матери. So, the child, in fact, can have no identity other than mother. И в действительности, кроме как мать, ребенок-то никого не знает. Cannot have any kind of self-identity. И другого отождествления у него также нет. That takes some time to develop. Самоотождествление. Okay. Поэтому необходимо время, чтобы он разобрался с What the child may have been conscious of in the womb generally may be lost when the child comes out, or at least superficially lost. То, что ребенок понимал и помнил, еще находясь в чреве матери, может быть утеряно после рождения, ну или по крайней мере так кажется. Because birth trauma and so on. Потому что само рождение это огромная травма. Now the consciousness, our consciousness is filtered or affected by the body that we have. И наше сознание, оно как бы фильтруется через то тело, в котором мы находимся, то есть мы попадаем под влияние этого тела. As the body develops, the consciousness expands. И по мере развития тела сознание также развивается. So we see that as a child grows up, he becomes more and more conscious about the world. И поэтому мы видим, по мере роста ребенка он узнает все больше и больше о мире. Maybe first he'll recognize there's this man here, this is his father. И может быть первое, что он познает, это что вот этот мужчина рядом со мной, это папа. Can understand that there's brothers and sisters there. Сможет понять, что у него есть братья и сестры. And by the time the child is 6 months old, then the child can recognize or understand if there's a stranger in the room. И к 6 месяцам ребенок, он уже может узнавать посторонних, если они находятся в комнате. Somebody that doesn't belong here. Тех, кто чужой, не свой. So the consciousness is growing, developing, and the conception of self is developing at the same time. То есть сознание развивается, и представление о том, кто такой я, также растет. So what's that conception of self? И что же представляет собой это понимание себя? I am the son or daughter of this woman. Я сын или дочь вот этой женщины. I'm the son or daughter of this man. Или вот этого мужчины. I'm brother or sister of these children. Я
брат или сестра вот этих детей. That's the only conception of self that we can have. Вот это то представление о себе, которое к этому времени есть у ребенка. It actually takes about 1.5 years for the child to develop a sense of an independent sense of self. И в действительности только где-то к 1,5 годам у ребенка появляется независимое представление о том, кто я. So that what we see is that up until that time, if mother is absent or away, then this is actually a great crisis for the child. И можно видеть, что если вот до этого возраста рядом нет матери, то для ребенка это просто ужасная катастрофа. That you know, the child identifies so completely with the mother that if the mother is not present, then his whole existence is threatened. Он полностью отождествляет себя с матерью, и если матери нет рядом, то само его существование, оно уже в огромной опасности. So it's very, very important for the mother, especially the mother, to be in close contact with the child. Поэтому очень важно, чтобы в особенности мать, она поддерживала тесный контакт с ребенком. And it's important for the mother to contact the child, to touch the child, to embrace the child, hold the child. И очень важно, чтобы мать имела такой непосредственный физический контакт с ребенком, чтобы она касалась его, чтобы она обнимала его. Actually, they find that if children, if they're not touched sufficiently, they die. И в действительности вот открыли, что если ребенок не получает достаточно вот этих тактильных ощущений, то есть его мало касаются, ребенок умирает. For example, you know, sometimes children are born prematurely and they keep them in incubator in the hospital. Как вот знаете, если дети рождаются рано, недоношенные, то их держат в таком инкубаторе. And what they found is that if the nurse or any person comes and just touches them for 15 minutes a day, they develop much more quicker than if they don't have that touch. И вот оказалось, что если к такому ребенку мать или нянька подходит и касается хотя бы 15 минут в день ребенка, то он развивается намного быстрее, чем те, кого не касаются. So this is a very, very important point to understand. Это очень важный момент, который необходимо понять. Now, in modern day, sometimes women that are working, they'll have 2 months of leave after giving birth, and then they'll go back to work after 2 months. В наше время женщинам приходится работать, и побыв 2 месяца в декретном отпуске, мать снова идет на работу. This is great trauma for the child. И для ребенка это огромная травма. There's others, they teach that, you know, what you should do is put your baby in a separate bed, and if they cry, just let them cry. Есть также такие, кто говорят, что просто ложите ребенка спать отдельно на отдельную кровать, и если он плачет, то не проблема, пусть себе плачет. Let them get used to being by themselves. Пусть привыкают быть сами по себе. This is a very, very bad idea. И вот это очень плохая идея. The studies they found that the treatment of the child in the early months of life has a great deal to do with their conception of self. Исследования показали, что в особенности в первые месяцы жизни ребенка очень важно общаться с ним. It has a great deal to do with how they think of themselves, how they think of the world. То есть очень важно, чтобы они осознавали, кто я, как я, то есть свое какое-то положение в мире. Is the world a safe place? Является ли этот мир для него безопасным местом? Am I secure here or am I not secure? Нахожусь ли я в безопасности или я в опасности? Is the world a threatening place? Угрожает ли мне этот мир? All these kinds of ideas, these conceptions of life are developed in very early months. Вот все вот такого рода представления жизни, они развиваются в самом начале жизни. And so this come about if the child isn't let's say left alone by the parents, then the child can have feelings of abandonment. Abandonment is just that being left alone. It means, yeah. И если родители так вот просто оставляют ребенка одного,
то у него такое возникает чувство того, что его просто бросили. So the point I'm trying to emphasize is that in these early months it's very, very important for the parents and especially the mother to be present with the child so that that child develops a sense of security and safety in this world. И что я хочу донести идею. Очень важно, в особенности в первые месяцы жизни, для родителей очень важно, особенно для матери, быть рядом с ребенком, чтобы у ребенка возникло такое чувство внутренней защиты, безопасности. After about 18 months, the child can begin to have a sense of self independent of the parents. 18. И вот уже к 18 месяцам только у ребенка появляется ощущение себя, которое не зависит от родителей. And you see that at that time, the child is able to go farther and farther. Like if the parents are near the house, the child can go a little further away and not feel insecure. То есть вот к этому моменту, по 2 годам, вы можете видеть, как ребенок, он потихонечку, допустим, в доме они сидят, и ребенок может уже немножко отходить от дома, и у него все нормально, чувство безопасности есть. So, somehow or other, make whatever arrangements you can make so that you can have this time with your child in these early 2 years. Поэтому, пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, для того, чтобы хотя бы вот эти первых пару лет быть рядом с ребенком. Any questions so far? Вот к этому моменту есть ли какие-то вопросы вот обо всем том, что было сказано? Yes. Они вот могут говорить дату рождения, дату зачатия благоприятную, но, например, зачатие может происходить еще в 3 дня после полового акта. И вот, например, эти последующие дни могут быть неблагоприятными. Вот, то как вот считается, день зачатия именно вот когда благоприятный день или когда на самом деле произошло зачатие? Потому что этого же никто не знает. This question isn't actually we don't know when conception was after the teaching so how it was exactly the auspicious time for conceiving Well, it's already after the time. It's already after the time. Yes, if you're already pregnant. Yeah, but no. The idea is to do that beforehand. It's not after. You can't calculate it. yeah, but for example, today is especially They don't mix. Anyway, you can't. I don't think it works like that. According to the sex. Because you can't. Yeah, don't forget the time of conception. The time that you Вопрос слышали или повторите? Слышали. То есть невозможно. Мы можем рассчитать только время, когда родители могут соединиться, правильно? А когда на самом деле произойдет зачатие, то есть это уже... I don't think you need to know those kind of details. То есть такие вот детали их невозможно. Well, there's no way to know that. А узнать об этом тоже нет возможности. Okay, so the child is developing. As the child grows, as the body develops, the consciousness expands.
И так ребенок растет, и по мере роста тела растет, развивается его сознание. And the parents, they can, let's see, children are capable of learning at a very, very young age. И ребенок способен к обучению с очень раннего возраста. And parents can begin to teach them before they can even speak. И фактически родители могут учить ребенка еще до того, как он начал говорить. It's very helpful to read to the children. Очень полезно читать ребенку. Even you may not think that they understand the words, but actually they can. Можно думать, что слов они не понимают, но они все понимают. They're developing language skills practically at, from 6 months. Навыки разговорной речи у ребенка развиваются с 6 месяцев. And so very early on they can understand the language before, of course, much earlier than they can speak. И дети могут понимать речь еще задолго до того, как могут говорить. And by reading to the children, reading storybooks, it helps them to develop their imagination, their sense of, their imagination. They can develop their mind. И когда вы читаете детям, у них это помогает развиваться их воображение, то есть их мышление развивается. Many people these days, many parents they want to use television as a babysitter. Многие родители они считают телевизор нянькой для ребенка. Please don't do that. А вот этого, пожалуйста, не делайте. Very bad for a child. Это очень плохо для ребенка. Now we have a new disease for children that we didn't used to have before. Сейчас у детей появилась новая болезнь, которой раньше не было. It's called attention deficit disorder. Deficit disorder, ADD. Who knows what that is? Может, переводом нарушение внимания детей. Да, это болезнь, когда расстраивается внимание. Рассеивается внимание. Болезнь рассеянного внимания. Болезнь рассеянного внимания. Ребенок не может сосредоточиться. Now, why didn't we have that disease before? Now we have so many children, they have this problem. Сейчас есть очень много детей, у которых есть эта проблема, но почему ее не было раньше? Before television, things go in a very natural sequence. До, так сказать, эпохи телевидения события в жизни ребенка, они развивались очень в естественной последовательности. Actually, I'm the first television generation. Вот я принадлежу к первому телевизионному поколению людей. Television just started coming around when I was a child. Телевидение пришло в дома людей тогда, когда я был ребенком. And the programs that they made for children back then were very different from the programs today. И вот программы, которые создавались для детей тогда, они очень сильно отличаются от современных детских The программ. programs at that time they went in a very natural story form. И вот тогда программы для детей, они проходили в такой очень естественной последовательности, подобно истории какой-то. But now, if you watch television, you'll see that the image changes on the picture once every second. Но сейчас, если вы понаблюдаете за экраном телевизора, вы увидите, что картинка меняется каждые несколько секунд на экране. Now, an adult can look at that and follow the story, even with the changing picture, but a child cannot. То есть взрослый человек, он может, несмотря на меняющиеся картинки, отслеживать сюжет, но ребенок так не может. And the child's trying to focus on the image and trying to understand that image, but before he can make sense out of it, it's changed. Ребенок смотрит на картинку, он пытается понять, осознать ее, и до того, как он с ней разберется, сменяется картинка и появляется новая. And so consequently, the child is not able to keep his focus on anything for very long. И в результате ребенок не может на долгое время сосредоточиться на чем-то. Not able to focus his mind, his attention on anything. И он больше не в состоянии сосредоточить свое внимание на чем-либо. So then they get into school, how can they learn? И тогда, отправившись в школу, как он будет там учиться? They can't sit still in the chair, they can't think about anything for more than 2 minutes at a time.
То есть у меня не получается сосредоточиться на чем-то больше, чем на 2 минуты. So you have to be very, very careful of the kind of programs. If you're going to allow your child to watch television, very, very careful of the kind of programs that you allow them to see. То есть вот с этим надо быть очень-очень осторожным. Если вы позволяете ребенку смотреть телевизор, то вы должны хорошо проверить то, что он смотрит. The fact that it comes from Walt Disney does not mean that it's good. It comes from Walt Disney. Сам факт того, что этот мультик сделан Уолтом Диснеем, не означает, что это хорошая вещь для ребенка. And even, you know, I haven't watched the programs, the Krishna conscious programs for children, but they, you know, you have to, they may have the same thing of changing the image quickly. Я не смотрел на такие вот программы, детские программы, созданные в сознании Кришны, но там тоже вполне может быть вот этот эффект быстро меняющихся картинок. Best thing is not to have a television in your house. А лучше всего это просто не иметь дома телевизора. Good for you, good for the child. Это хорошо как для вас, так и для детей. Throw it away, break it, smash it. Просто поломайте его и выкиньте в окно. Now, I'll confess to you that after I was, my wife and I, after about, let's see, 6-7 years as devotees, then we did get our first television. We got a television. Я вам скажу, что после того, как мы с женой практиковали сознание Кришны, у нас появился телевизор только после того, как мы практиковали с женой порядка 6 или 7 лет сознания. And I remember that was very nice sense gratification. И я помню, это было так увлекательно. But I also remember the effect that it had on our family. Но я также помню результат, к чему, как это отразилось на семье. Sometimes I would want to do things with the children, and they say, no, we want to watch the television program. И, например, иногда я хотел что-то как-то провести время с детьми, но они говорили, нет, мы хотим посмотреть телевизор. Or the children would want me to do something with them, and I'd say, no, I'm watching this program. Leave me alone. Или когда, допустим, дети там дергали меня, я говорю, так, все, я смотрю вот это, не отвлекайте меня. So after observing that for a while, I realized we didn't have a family anymore, so I took the television and I put it in the closet. И поняв, что семьи-то у меня уже больше нету с приходом телевизора, то я взял и закрыл его в шкафу. Yeah, just in a, you know, just put it away. Просто убрал его. And then we had a family again. И вот после того, как я его убрал, у нас снова появилась семья. We were just with each other, and we had time for each other. И мы снова были вместе, и у нас было время друг для друга. And it made a big difference in our family life. И вот разница огромная. So I want to very strongly encourage you not to have television. Поэтому я очень сильно попрошу вас, лучше, если у вас не будет телевизора. Have books instead. Лучше иметь книги. Read books to your children. Читайте детям книги. You can read, a Krishna book together. Можете вместе читать книгу Кришны. Bhagavatam. Bhagavatam. You'll be surprised. These children who grow up hearing Bhagavatam, they become very intelligent, very, very. The ideal situation is for the child to go to a school with all other devotee children. Для ребенка преданных идеальная ситуация пойти в школу вместе с детьми других преданных. But for many reasons, it's often very difficult to arrange such things. Но по многим причинам тяжело так сделать. You may know that in Kiev, for example, they built one building for a Gurukula, but by circumstances, they weren't able to get all the children there at the right time, and eventually they just canceled that program. Может быть, вы знаете, что в Киеве там даже построили отдельное здание для школы, для гурукулы, но они не смогли собрать всех детей вместе в одно время, и в конце концов они прикрыли эту программу. Because everybody's living in different parts of town, and you have to come to this one place during rush hour, and then it makes life very complicated. Потому что все дети живут в разных концах города, и добираться приходится в час пик, и это все становится очень сложно. What's the next best thing? Next best thing. Тогда
какие еще хорошие варианты есть? Next best thing is if mother can be the teacher. Хороший вариант, если учить может мать. We call this in America. We call this homeschooling. В Америке это называется домашняя школа. And I think you have this. You have this here also. Parents can do this here. Я думаю, что то же самое можно и делать здесь, да? So this may be good depending on the parents. И это может быть хорошим, но это зависит от родителей. Not every parent can be the best teacher. Не каждый родитель может быть отличным учителем. You could try homeschooling with other children. Но также можно устроить такую домашнюю школу с другими детьми, возить туда своих. A group of children in a nearby area. Это может быть группа детей, живущих неподалеку друг от друга. But you know what happens is that the children they pick up. The principle of association is very important for all of us, and especially for our children. И вот дело в том, что принцип общения, он очень важен для всех, а для детей в особенности. So we read this, Prabhupada gives instructions that if one is trying to actually develop Krishna consciousness, that he should associate with devotees on a regular basis. И в своих наставлениях Шрила Прабхупада говорит, что если мы хотим развиваться как преданные, то нам надо иметь общение с другими преданными. Bhaktivinoda Thakur, he writes that if our association with non-devotees is more prominent than with our association of devotees, then we won't be able to make progress in Krishna consciousness. И Бхактивиданта Тхакур говорит, что если бы общение с преданными не было могущественнее и важнее общения с непреданными, то мы не смогли бы развиваться в сознании Кришны. If it's equal, then we more or less we stay stagnant. We don't go forward, we don't go backwards. Если бы эти два вида общения обладали равной силой, то, скорее всего, мы бы где-то зависли, не в состоянии двигаться ни в одну сторону, ни в другую. And if our association with the devotees is prominent, more prominent than with the non-devotees, then we make progress. И мы будем развиваться в том случае, если общение с преданными у нас больше, чем общение с непреданными. Because we identify with the people that we associate with. Потому что мы отождествляем себя в соответствии с тем, с какими людьми мы We общаемся. naturally want to be like them. И естественным образом нам хочется быть похожим на тех, с And кем this goes on общаемся. in a very subtle way. Это происходит очень незаметно. But it's also true for our children. Но то же самое вполне приемлемо и для детей. And we, you know, as adults, we're very conscious about trying to become Krishna conscious, and we understand the value of that. Как будучи взрослыми людьми, мы сознаем важность стать сознающим Кришну. But children, they can't appreciate or understand that very well. Но у детей это понимание не настолько сильно. But they're also influenced by the others that they are with. Но и тем не менее, они тоже попадают под влияние того общения людей, с кем они общаются. Especially consider you don't have any television in your house, but your children go to somebody's house where they're watching television. Представьте, у вас дома нет телевизора, но ребенок ходит в гости к тем, у кого телевизор есть. Or they have electronic games over there, and then your child comes home and says, "I want an electronic game. I want a Game Boy." Или он пойдет к кому-то, у кого есть игровая приставка, и вернувшись, он скажет: я тоже хочу такую приставку. So these things become challenging for parents. И вот все это представляет собой вызов для родителей. The most important thing is your own personal example. Очень важный момент – это ваш личный пример. Because child learns how to live in this world by observing the parents. Потому что ребенок учится жить в этом мире, наблюдая за родителями. The parents, basically, they're like gods to the child. И родители, они как Бог для ребенка. The child has natural affection for the parents and naturally wants to please the parents. И у ребенка есть естественная любовь к родителям, и он хочет как-то удовлетворить их. And so, so you should cultivate that in the child. You should, let's say, you should give your best example to the child.
И поэтому со своей стороны мы должны показать ребенку наиболее положительный, позитивный пример. Now, besides being an example, you have to give the child a place in your life. Помимо того, чтобы быть хорошим примером для ребенка, необходимо также выделить ребенку часть своей жизни. Now, if you come tomorrow night, I'm going to speak about the importance of place. I'm going to speak about this subject. А вот завтра вечером, если вы придете, я хочу говорить о важности того места, где мы находимся. But it's especially important for the children to feel that they have a place. И для ребенка крайне важно понимать, что вот у меня есть какое-то место. Now, place means a place to keep the body, shelter for the body. И место означает место как прибежище для тела. Place also means relationships Место также означает взаимоотношения and an activity. и также означает деятельность. Now, very often in the modern world, everyone is pressed for time. И очень часто в нашем современном мире мы ощущаем нехватку времени. And it takes time to train your children. И обучать детей отнимает время. So what frequently happens is that the parents tell the children, you go play and I'll take care of everything. И часто происходит так, что родители говорят детям, ну ты иди играй, я сам все сделаю. Naturally, you see sometimes like mother is cooking and the child wants to cook also, right? Как часто можно видеть, мать что-то готовит, и ребенок тоже крутится рядышком, он тоже хочет готовить. So you go out and you get a little stove set and pots and pans for the child. И когда вы тоже ставите ему такую игрушечную плиту, там кастрюльки, сковородки, But the child's not interested in that. He wants to use the real one that you're using, но ему не интересно, он хочет по-настоящему готовить. right? And so the parents, you know, it's trouble. The child's going to come there. What's he going to do? He's going to make a mess. И это проблема, потому что если пустить туда ребенка, он там вообще все. Because he doesn't really understand what he's doing. He's simply imitating what he sees the parents do. Потому что он-то не понимает, что он делает, он просто подражает тому, что видит, как это делают родители. But it's very important for you when your child is interested in doing things. It's very, very important to give them, to help them do whatever they can to encourage that behavior. Но очень-очень важно, если вы видите, что ребенок что-то хочет делать, то нужно сделать все для того, чтобы помочь ему и вдохновить, поддержать его. So you're going to sweep the floor, and the child wants to take the broom and sweep the floor. Например, вы собираетесь заметать пол, и ребенок хватает веник, он тоже хочет заметать. So you get them a little broom, Тогда дайте ему маленький веник and they're using it to spread the dirt all over the place. и позвольте ему сметать пыль отовсюду. But they're doing it. Huh? They're doing what you're doing. И они будут делать то, что вы делаете. And in time, as their motor skills develop, they'll be able to sweep the floor nicely. И постепенно, когда его двигательная функция разовьется, он сможет тоже хорошо заметать пол. And it's more important for you to train the child than to have a clean floor. Clean, yeah, and you know, you can clean the floor later. But it's more important for you to train the child. И гораздо важнее обучить ребенка, чем иметь чисто выметенный пол. So the children naturally they want to learn, they want to imitate the parents, and you help them do that. И ребенок естественным образом хочет подражать родителям, и в этом нужно ему помочь. It's difficult, it takes extra time. Это сложно, это отбирает время. But this gives the child a sense of place. Но именно это дает ребенку чувство места. Let me just talk about place a little bit, so that you can put this in context. Я вот хотел бы еще чуть больше уделить внимание вот этому пониманию времени, чтобы вы поняли контекст. Because this is a big problem for everyone in the modern day. Потому что сейчас, в наше время, это большая проблема для всех. When we don't have a sense of place, we can't grow properly. Если у нас нет чувства места, мы не можем должным образом развиваться. Just like if you have a plant, tulsi devi, for example. Как, допустим, у вас есть растение, например, туласи деви. So what's her place? Her place is the pot. She has a pot. И каково ее место? Это горшок, в котором она растет. And then there's an environment that goes with that. There needs to be proper air, proper water, proper sunshine. И вот то окружение, которое находится рядом с ней, должно быть
правильным, то есть правильный, хороший воздух, хорошая земля, хорошая вода. So besides the pot, the environment has to be there. If the environment's ideal, then the plant can thrive. Если, то есть помимо самого горшка также должно быть правильное окружение. Если оно подходит, то растения будут развиваться. So it's the same thing for us. И вот с нами то же самое. When we have a place to take care of our body, Если у нас есть место, где мы можем позаботиться о теле, when we have proper relationships with others, когда у нас есть должное отношение с другими, and when we have proper activity according to our nature, и если есть правильная деятельность, мы заняты в соответствии со своей природой. then we can really thrive. We feel so happy. И вот тогда мы можем по-настоящему процветать и чувствовать себя счастливыми. So this is very, very important for the child. А для ребенка это еще важнее. They have to have a sense of place. У него должно быть ощущение места. Now, after the Sunday lecture, I was talking with one young man. После воскресной лекции я разговаривал с одним молодым человеком. He was telling me how when he was growing up, his father just told him, his father didn't give him any place. His father, here's some money, go do something. И вот он рассказывал о том, как он рос. То есть его отец, он просто не давал ему никакого места вот для существования. Он просто давал ему деньги, говорил, иди, развлекайся. And many of us, we have this experience growing up. We don't have any place in the adult society. И вот многие из нас имеют этот опыт отчуждения, когда нам не дают места во взрослой жизни. We stay together with our peers, every school, every grade of school, the same people, the same age. То есть мы находимся в обществе своих сверстников, переходя из класса в класс. We don't learn how to relate to people of different ages. И мы не знаем, не учимся тому, как должным образом общаться с людьми других возрастов. And so naturally then when we finish school, we are supposed to go out in the world, we find it very difficult to find our place in the world. И предполагается, что, окончив школу, мы найдем место во взрослой жизни, но мы видим, что сделать это очень-очень тяжело. Now, we have to train the pujaris how to do this properly. This is not correct how he did this. Say it so he can hear. Нам необходимо обучить пуджари, как должным образом закрывать. Pujari, I want you to hear this. Неправильно. Хотел бы, чтобы пуджари это Speak услышал. up. Okay? Now, what you do when an important person leaves an assembly, everybody acknowledges that they're leaving. Если очень важный человек покидает место, то все должны понимать, что он выходит. So they're the most important persons in this assembly. И Горнитай самое важное вот в этом собрании. So you can't just come and close the curtain very unceremoniously. This is not proper etiquette. И вот просто взять и закрыть шторку, это не соответствует этикету. The proper etiquette is the pujari rings the bell first. Правильный этикет — это пуджари сначала звонит в колокольчик, Gets the attention of the speaker and then allows the speaker to stop. это привлекает внимание говорящего, тогда говорящий останавливается. The speaker can then just say Jai Nimai Tai, and then the pujari can close the curtain. И тогда говорящий он может сказать «Джа, нитай, нимай», и вот тогда можно закрыть шторку. So everybody make sure the pujaris learn this etiquette. Пожалуйста, убедитесь в том, что пуджари знают, выучили этот этикет. Same thing with opening. И это же также происходит, когда мы открываем You ring the bell, мы звоним в колокольчик. get the attention of the speaker so they stop speaking. Это также привлекает внимание говорящего, и он останавливается. And then can greet the deities when the curtain is open. И после того, как шторки открыты, мы можем поприветствовать божество. So back to place. Now, if you've been to India, you'll see something very different there than we see in the West. Мы вернемся к нашей теме. Если вы были в Индии, то вы могли видеть, что там все происходит не так, как у нас на Западе. Because the children there are given a place from a very young age. Там детям дают место с самого раннего возраста. One time I went into one shop at about lunchtime. Father was going to lunch. Однажды я зашел в один магазин, это было обеденное время, и отец отправился на обед. His son was taking care of the shop, and the son could not have been more than 7 years old. И о магазине заботился его сын, которому едва ли исполнилось 7 лет. He knew the price of everything in the whole shop. Он знал цены любого товара в He магазине. knew how to take money, make change.
Он знал, как взять деньги и как дать сдачу. He could add up all the numbers properly. Он мог записать должным образом номер телефона. And when I saw that, I was just amazed. I couldn't imagine any 7-year-old boy in America doing something like that. И когда я увидел это, я был просто поражен. Я даже представить себе не могу, чтобы 7-летний ребенок в Америке мог сделать то же самое. And I've had the opportunity to associate with many Indian families. У меня была возможность пообщаться со многими индийскими семьями. And one time I was at somebody's house for prasadam. И как-то я в одном доме принимал прасадам. First class prasadam. Это был первоклассный So прасад. I was complimenting the mother. Oh, you made such nice prasadam. Thank you very much. И я сделал комплимент хозяйке, сказал, вы приготовили такой замечательный прасад, спасибо. She said, no, I didn't cook. My daughter, she cooked. И она сказала, так готовила, это не я, а моя дочь готовила. 9 years old. Дочери было 9 лет. Again, I couldn't imagine any young girl, 9 years old in America, cooking an entire meal that tasted so nice. Я представить себе не могу, чтобы 9-летний ребенок у нас тут на Западе мог приготовить целый обед, и это было вкусно. Because the parents, they're giving place to their children. Потому что родители не дают места своим They're детям, training them. не обучают. And they naturally, then they feel a part of everything. То есть, если их, наоборот, если их обучают, то они естественным образом чувствуют себя частью этой жизни. And we all want that. We all want to have that experience. И каждый из нас, мы хотели бы иметь такой вот опыт. You know how it is. All of us have probably experienced that if you go someplace, you don't really fit in, how uncomfortable we feel. И все мы знаем, если мы куда-нибудь отправились, и мы как-то вот в этом месте чувствуем себя неловко, не в своей тарелке, то вы знаете, это неприятное ощущение. And then this is also a very important thing for. Anyway, I'll speak about that. So please, you take the time and trouble to give your child a place in your life. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь, отдайте время, примите на себя эти беспокойства, чтобы выделить ребенку место в своей Don't treat жизни. them like they're unimportant or a distraction from your life. Не относитесь к ним так, что они являются просто обузой, беспокойством и тем, что отвлекают вас от жизни. This is very, very important for how they feel about themselves and how they are able to relate to the world. Это очень важно, то, как ребенок ощущает себя и как он чувствует себя по отношению к миру. Anyway, so I was speaking about education. We're not always able to create the ideal circumstances for education. Итак, я говорил о том, что о важности обучения и говорил, что не всегда получается создать идеальные условия для обучения. But the child is learning how to be an adult by watching mother and father. Но ребенок учится быть взрослым, наблюдая за отцом и матерью. I realized when I was about 25 years old, one day I had a realization that I was imitating my father. В какой-то момент, когда мне было 25 лет, я поймал себя на том, что я веду себя как мой отец. I was trying to be the man that I saw that my father was. Я пытался быть мужчиной таким, каким я видел своего отца. And I can see the same thing in my son. И в своем сыне я вижу то же самое. He's doing what I did when I was a young father. Он делает то, что делал я, будучи молодым отцом. So this is how we learn what it means to be an adult in this world. Вот так, наблюдая, я понял, как надо жить, будучи взрослым. So very important for children to have mother and father both. Поэтому для ребенка крайне важно иметь и отца, и мать. Divorce is actually a great curse for children. И на самом деле разводы – это проклятие для ребенка. And so somehow or other, please, you don't divorce. И так или иначе, прошу вас, пожалуйста, не разводитесь. We have to learn how to bring our relationship to Sattva-gun. Мы должны научиться тому, как возвысить свои отношения до уровня саттва-гуны. Love, when we get married, this is passion. This is rajagun. The mode of passion is prominent. Когда мы женимся, то в этот момент больше преобладает страсть, модус страсти. And romantic love, this is what everybody takes, this romance, this passionate romance, this is what everybody takes to be love. И поэтому
в целом люди принимают за любовь вот это просто романтическое чувство, эти страсти. But this is love in Rajagun. Но в действительности это происходит в Раджагуне. And we know that things are created in Rajagun, И мы знаем, что вещи создаются под влиянием Раджагуны, but they're maintained by which guna? но поддерживаются никакой гуной. Sattva. Саттва. So this relationship has to go from Rajagun to Sattvagun in order to be sustained. И для того, чтобы развить такие устойчивые, глубокие отношения, эти отношения должны перейти от Раджагуны к Саттвагуне. Now, Krishna explains about Sattvagun in Bhagavad-Gita. И Кришна объясняет признаки Саттвагуна в Бхагавад-Гите. And every time he mentions Sattvagun, he mentions one very important quality, И characteristic. каждый раз, когда он говорит о Саттвагуне, он упоминает одно очень важное свойство. He mentioned duty. Он говорит долг. Duty. So, Sattvagun means doing your duty. И Саттвагуна означает выполнять свой долг. That each husband, wife, they have duty to each other. Как у мужа, так и у жены есть обязанности друг перед другом. If we don't acknowledge that and we don't accept that, it's going to be very, very difficult to maintain the relationship. И если мы не признаем этот факт, если мы не принимаем его, то поддерживать отношения будет очень тяжело. And if we do that, we will find that a different kind of love develops. Но если мы принимаем это, то мы увидим, что развивается другая любовь. The love of Sattvagun. Это любовь в Саттвагуне. It has a different quality, И вот она обладает другими свойствами. but it's also love. Но это та же любовь. And by achieving that, we're able to maintain the relationship. И вот достигнув такой любви, мы сможем поддерживать взаимоотношения. So this Rajagun, this passionate romance, this cannot last very long. И вот Раджагуна, вот эта влюбленность, с любовной такой страсти, она не может длиться долго. 18 to 24 months, that's all. Это длится максимум 1,5-2 года, не больше. After that, the rose-colored glasses come off, И после этого розовые очки спадают, and then we're able to see reality. и мы видим реальность. Then we have to deal with it. И с ней придется как-то жить. But if you understand the idea of creating this sattvic relationship to maintain the relationship, this bringing sattva in to maintain the relationship, you'll be able to sustain the relationship. Но если мы поймем важность развития отношений в Саттвагуне, то тогда мы сможем развить очень устойчивые, стабильные отношения. And you'll become happy. И вы станете счастливы. What's the result of Rajagun? Каков результат Раджагуны? Anybody? Come on. Как вы думаете? Счастье, а потом страдания. First happiness, then distress. Huh? First happiness comes, then distress. Yeah, distress. То есть результат Раджагуны — страдания. And what's the result of Sattvagun? А каков результат Саттвагуны? Happiness. Счастье результат. Happiness. So, it's a different quality than Rajagun, but we have to understand philosophically and act in that way, and then we'll be able to maintain our relationship nicely. То есть результат Саттвагуны отличен от результата Раджагуны, но чтобы достичь этого, необходимо понять это философски и потом действовать соответствующим образом. Okay, why don't we stop for questions? Здесь мы остановимся. Есть ли какие-то вопросы? Discussion. У меня был один случай, не в нашем городе. Просто я общалась с одним человеком, вернее, он подошел и сказал, что вот он разводится, потому что жена у него не такая, не преданная, а вот есть преданность, которая... А эта женщина была уже замужем, то есть она разводится со своим мужем, просто он хочет сделать, чтобы семья была преданной, чтобы начать новую жизнь. И как к этому относиться? То есть ломаются семьи, у него один ребенок, у нее вообще 3 детей. Естественно, эти стороны вообще не примут сознание. Но у них такая высокая идея, типа, мы же хотим
как преданных. относиться к идеям сделать Да, счастливую именно вайшнавскую семью. только за вайшнавскую профессию. Repeat it in the microphone. То есть вопрос был такой, что преданный хотел, чтобы у него была хорошая, идеальная вайшнавская семья, а его жена, она не практиковала сознание Кришны, поэтому он развелся с ней. Но она была религиозной. Она была христианка, она хорошо относилась к сознанию Кришны. Очень хорошо это было. Вот, но он оставил ее вместе с дочерью и женился на другой женщине, которая в свою очередь бросила своего мужа Которая и тоже троих христианином была. детей. Да. То есть как относиться к такой идее вот такого создания идеальной вайшнавской семьи? Prabhupada explains that it's not our purpose to change people's religion. Шрила Прабхупада объяснял, что наша идея, стремление не в том, чтобы заставить человека поменять одну религию на другую. If we have a faithful and spouse and a good relationship, then there's no reason to give up that relationship, as long as it's not an impediment to our Krishna consciousness. As long as it's not interfering with our spiritual development. If we have a good relationship, then there's no reason to give this up if they are not devotee. То есть, если у нас есть верный муж или жена, верный нам, и если есть с ним хорошие отношения, то нет смысла оставлять его, если он при этом как бы не преданный в кавычках. То есть, если есть хорошие отношения и верны друг другу, то нет смысла. The challenge here is that neophyte devotee is in the material conception of life. Проблема вот такой ситуации – это начинающий преданный, находящийся в материалистическом понимании жизни. And we're more concerned about form than reality. И вот такие люди, они больше озабочены внешним обликом, а не содержанием. So this may be circumvented by proper training in Krishna consciousness. И может быть эта проблема решаема правильным обучением в сознании Кришны. But maybe not. Но может быть и нет. Anyway, such things are very unfortunate. Когда такие вещи происходят, это большое несчастье. Prabhupada was very, very, very much against divorce. Шрила Прабхупада был очень и очень против развода. At first he was marrying his disciples because he understood they have to be married and there's nobody to marry them but me, so even as I'm sannyasi, I will get them married. И вначале Шрила Прабхупада даже сам сочетал браком своих учеников. Он понимал, что им нужно жить в браке, и кто, кроме как я, женит их, он женил. But then after some years, and he saw that they would separate very quickly, then he stopped giving marriages. И с течением времени он видел, что преданные очень быстро разводятся, и поэтому он перестал принимать участие в создании семьи. In any case, we should do our very best to live in sattva-gun. Но так или иначе мы должны приложить все усилия к тому, чтобы жить в саттва-гуне. This means do our duty. Это означает, мы должны выполнять свой долг. But anyway, and do the best we can. И делать все, что в наших силах. Shri Shri Gauranga ki jai. Thank you. That was proper that time. Thank you very much. Это было правильно, спасибо вам большое. What else? Еще какие вопросы? Какова роль отца в воспитании ребенка? И что должна делать мать, если она видит, что отец это может быть неправильно себя ведет в отношении с ребенком? Какова роль отца в воспитании ребенка и что должна делать мать, если она видит, что отец где-то что-то не так делает, да?
Yeah. The mother's role is most important until, especially for the boys, until they're about 5 or 6 years of age. Мать очень важна для ребенка, в особенности для мальчика до возраста 5-6 лет. After that age, the boy gets a sense of himself as a man, and he needs the help of his father. Дальше, старше этого возраста, у мальчика появляется представление о себе как о мужчине, и вот тут очень важна роль отца. So, before 5-6, the mother's role is most important. До 6 лет мать очень важна. Now, what does it mean? The role of the parents is to give a place for their children. И что это означает? Это означает, что родители, обязанность родителей дать ребенку место. The girls, naturally, they want to imitate, follow their mother. Девочка естественным образом подражает и следует за своей матерью. And the boys will naturally want to imitate their father. А мальчики естественным образом будут подражать отцу. Now, in former times, boys from that young age, they could do the activities of their father, go with their father while he does his work. И раньше дети занимались тем, мальчики занимались тем же, чем занимались их отцы. То есть они вместе с отцом шли на работу. If you're living in a village, the child can have a very important place, can actually do meaningful work at about 6-7 years of age after they understand language and have some control of their hands. И в селах, если вы посмотрите, то в возрасте 7 лет, когда у ребенка уже развивается, он полностью владел языком и моторными функциями, он уже может заниматься какой-то полезной деятельностью. But modern life is very artificial. Но современная жизнь, она очень искусственная. The boys can't go with their fathers generally to work. И обычно мальчик не может пойти вместе с отцом на работу. Even if they could, they wouldn't understand what's going on there probably. А даже если пойдет, то скорее всего он ничего не поймет, чем там отец занимается. And so children generally, they don't find their place in society. И вот таким образом ребенок не получает места, не может найти свое место в обществе. Now, what to do? You ask what to do if the father is not properly fulfilling his role. И вы спрашиваете, что делать, если отец не выполняет должным образом свою роль. There's no substitute for a father. Mother cannot substitute for a father. Заменить отца невозможно, мать не может заменить отца. So it would be anyway. What can she do? I don't know. I don't know what she can do. И поэтому я не знаю, что мать может сделать. Perhaps through the influence of others, whoever the husband respects, they can try to influence him. Женщина, у которой есть уважение к мужу, она может попытаться как-то воздействовать на него. But nagging him won't work. Но если она без конца будет пилить и упрекать его, это не сработает. This reminds me of an important point that I didn't speak about earlier. И вот это напомнило мне важный момент, о котором я не сказал раньше. Mother is Adi Guru. Мать, она ади-гуру, изначально учитель. She's the person who's teaching the child. Она тот человек, который учит ребенка. Adi Guru means first guru, first and foremost. Ади-гуру означает первый, самый важный учитель. Because the child identifies with the mother, whatever the mother does, the child thinks that's who I am, that's what I do. Что бы ни делала мать, ребенок отождествляет себя с этим, и он думает, вот так вот и мне надо быть, так же и действовать так же надо. If the mother shows respect to the father, если мать уважительна к отцу, the child then recognizes that there's somebody more important than mother in this world. То ребенок понимает, что есть кто-то в этом мире, кто еще важнее, чем мать. And from that, the child learns to respect authority. И вот из этого, исходя из этого, ребенок учится принимать авторитет, принимать старших. If the mother does not respect the father, если же мать относится к отцу без уважения, the child will not be able to properly respect authority.
то ребенок не сможет должным образом уважать авторитет. So it's very, very important for the mother to show respect to the father. Поэтому для матери крайне важно уважительно относиться к отцу. In front of the children. В особенности в присутствии ребенка. Very important. Это очень важно. So, anyway, if the father is not fulfilling his duty, pray to Krishna. I don't know what to tell you. Pray to Krishna. Right. И если отец не выполняет свои обязанности, то что остается делать матери? Молиться Кришне. You have to find whoever can influence him and try to convince him of his duty. Но также она может попытаться найти того, кто имеет влияние на ребенка, и как-то попытаться убедить его помочь этому ребенку. I was saying earlier that we learn how to be adults by observing our parents. Ранее я сказал, что мы учимся быть взрослыми, наблюдая за своими родителями. And so, in this yeah, before that. Okay, About respect to father. If you don't have father, you should it'll come back later. Okay. So. Это хорошо? Хорошо. Something more? Еще, может быть, какие-то вопросы? Еще, насколько вот родители могут проявлять чувства друг к другу, до какой, понятно, что до какой предельной меры, просто как вот в некоторых семьях, когда там люди становятся преданными, они совсем, хлорно относятся друг к другу, и тогда, возможно, дети не чувствуют, что они любят друг друга, как бы, или так. И это один вопрос. И второй же забыла показать. То есть насколько родители могут проявлять свои чувства по отношению друг к другу, да? Потому что, будучи преданными, мы иногда так, без привязанности, общаемся друг с другом, и у ребенка возникает чувство, что родители не любят друг друга. Affection to each other. Because when you become joking, devotees suddenly start misbehaving themselves, we are not attached to each other, and children think this idea that we are not actually loving each other. We can spend a whole class talking about this. Вы знаете, на эту тему можно целую лекцию прочитать. It's not uncommon that devotees are afraid of the material side of life. Not uncommon. It's very that devotees are afraid. It's common, very common that devotees are afraid of the material side of life. Очень часто преданные боятся такой материальной составляющей жизни. And we have seen that many times devotees become very impersonal in an attempt to protect themselves from Maya. И очень часто в своих попытках защититься от майи, иллюзии, мы становимся безличными, то есть мы становимся имперсональными в отношениях друг с другом. There's no, just sit up. Sitting, there's no standard approach to this for everybody. It's different according to every person. И вот нету какого-то одного общего рецепта для всех, потому что это зависит от непосредственно человека решения. We see that the natural result of Krishna consciousness is detachment.
естественный результат развития сознания Кришны – это не привязанность. And it may happen that the husband or the wife experiences that more than the other. И может случиться так, что либо муж, либо жена испытывают эту непривязанность в большей степени, чем партнер. In other words, one's feeling detached and the other one is not. Другими словами, кто-то один чувствует отрешенность, как бы такое, а другой нет. The one who is not feeling detached wants affection. И тот, кто не испытывает такого отрешения, он чувствует привязанность. And for the one who's detached, they don't want to do that. А тот, кто отвлечен, он сторонится от подобной привязанности. It's a very difficult problem. И вот это большая проблема. That the husband and wife, that they progress at the same rate in Krishna consciousness. То есть все проще, если муж и жена развиваются одновременно в сознании Кришны. And it creates stress in the relationship. И вот если этого нету, то в отношениях возникает напряжение. Now, there's some devotees that I know that I generally use for an example in speaking about these things. И я знаю преданных, то есть можно их как пример в этом случае привести. Maybe you've read the book Perfect Questions and Perfect Answers. Может быть, вы читали книгу «Совершенные вопросы, совершенные ответы». So Bob Cohen, Brahmatirtha Prabhu, I know him very well, and his wife. И Брахматиртха Прабху, бывший Боб Коэн, я знаю его и его жену очень хорошо. When Bob Cohen came back from India, came back and was very enthusiastic about Krishna consciousness, his wife did not want to have anything to do with it. И вот после того, как Боб Коэн вернулся из Индии очень вдохновленный и полон желания практиковать сознание Кришны, то его жена не желала иметь с этим вообще ничего. She wouldn't even say the word Krishna. Она даже слово Кришна не хотела произносить. But he was very tolerant and very patient. Но Very. он был очень терпелив и очень спокоен. It took her 6 years before she came around and started being friendly about Krishna consciousness. И у него ушло 6 лет, пока жена не начала наконец-то переходить к преданным и развила хорошие отношения к сознанию Кришны. So it was by the loving attention of her husband that she gradually came to Krishna consciousness. И вот именно благодаря такой любовной привязанности со стороны мужа она сама смогла прийти к сознанию Кришны. Now we should take the marriage vow very seriously. Также и мы должны принимать те обязательства, которые мы принимаем, сочетаясь с браком, очень серьезно. This person is my partner for life. Вот этот человек – это мой партнер на всю жизнь. Therefore, it's important for me to see to their well-being. Поэтому для меня очень важно видеть, что у этого человека все хорошо. We're a unit, we're a team. И мы одно целое, мы команда. And we can only go as fast as we both can go. И мы можем идти вперед настолько быстро, чтобы успевали мы оба. And so you help each other and you tolerate each other. Это означает, что мы помогаем друг другу и терпим друг друга. And then with the blessings of Krishna, then hopefully you'll make it. И тогда благословениями Кришны все получится. In America now there's a number of devotees, they've been married, a number of couples have been married more than 30 years. В Америке есть преданные, которые в браке уже больше 30 лет. And so they formed what they call the Grahasta Vision Team. И они создали группу, которая называется как бы группа как видение семейной жизни. And they travel around the world and they give counsel to devotees how to have a long, happy marriage. И вот они путешествуют по всему миру и обучают преданных тому, как жить семейной жизнью долго и счастливо. It would be very nice if we could get one of those couples to come to, say, for example, the fall festival or to travel around Ukraine. И было бы замечательно, если бы семья вот таких вот преданных приехала на осенний фестиваль и, может быть, поездила по Украине. But you have
some grahastas like that. You have a Chutapriya, he's been married a long time now. Но у вас тоже тут есть местные домохозяева, есть Чутаприя Прабху, он уже долгое время живет семейной And жизнью. he comes here frequently, so you can take your questions about marriage to him and his wife. И они часто приезжают сюда, вы можете задавать по этому вопросы о семейной жизни ему и его жене. Okay? Something? Yeah? Question? Тогда еще один вопрос. Например, вы говорили о том, что мы ведем себя точно так же, как и наши родители. Если мы, будучи уже взрослыми, понимаем, что наши родители вели себя неправильно, но тем не менее эти паттерны, они остаются в сознании, как с вот этим бороться? То есть говорилось в лекции о том, что дети ведут себя так, как они видели, как ведут себя родители. Вот, и что делать, если уже в взрослой жизни мы видим, что мы ведем себя. И если родители неправильно себя вели, да, и во взрослой жизни мы наблюдаем за собой, что мы тоже себя ведем так. Но уже эта модель поведения, она уже воспринята, да, как быть в такой ситуации. Realize that actually we are not seen by the people who parents impact on our parents in this situation. So we have to try to be the best that we can be. Мы должны попытаться сделать то самое лучшее, что мы можем сделать. Лучшее из того, что мы можем сделать. You know, what you can do after the fact, I don't know. А вот уже после этого, ты тоже что поделаешь? After the fact, it's after the fact. То есть дело уже сделано, уже все. If you come to the point where you realize that, then you change your behavior, and then your children can still see that you're able to rectify your behavior and behave differently. That's also a lesson. И также урок в том, что если мы ведем себя неправильно, в силу перенятой модели, и мы это поняли, и мы должны прилагать усилия, чтобы изменить свое поведение, тогда наши дети увидят, что мы способны признавать свои ошибки, мы способны исправляться. Это тоже хороший урок. I want to speak about discipline. I forgot to speak about that. Я хотел сказать еще о дисциплине и забыл сказать об этом. Child doesn't understand the difference between right and wrong until 5 or 6 years of age. Вплоть до 5-6 лет ребенок не может понять, что такое хорошо, что такое плохо. Before that, they don't have the ability to understand what is right, what is wrong. До этого возраста у них нет способности понять, что хорошо, что плохо. And so to discipline a child when they're very young doesn't really accomplish anything besides creating a psychosis. И если мы попытаемся как-то обуздать ребенка, поставить его в рамки какой-то дисциплины вот до этого возраста, то ничего кроме психоза вы не получите. То есть ребенок не получит ничего кроме психоза. So Prabhupada, he taught us, he said that until the age of 5 or 6, until the child can discriminate what's right and what's wrong, you're very liberal with them. И Шрила Прабхупада говорит, что вот до этого возраста, до 5-6 лет, пока ребенок еще не способен отличать плохое от хорошего, необходимо быть очень великодушным и доброжелательным с ребенком. Then, when they're able to understand what's right and what's wrong, then you can discipline them. А вот когда он обрел ту способность отличать хорошее от дурного, вот тогда его можно воспитывать. And it's important for the child to know what the boundaries are. И для ребенка очень важно понять, что есть границы поведения. What's allowed, what's not allowed. Что позволено, что не позволено. Very, very important. Это очень и очень важно. Because it gives the child a degree of freedom within which he can operate safely. Потому что это дает ребенку такое пространство свободы, в котором он может действовать безнаказанно и имея защиту. And those boundaries have to change as the child grows. И вот эти границы должны расширяться по мере роста ребенка. Because as the child grows, they have more discrimination, they need some more freedom.
Потому что по мере взросления у ребенка появляется больше разума, способности отвечать, и ему надо больше свободы. So Prabhupada said like this, up to 5-6 years of age, very liberal, practically no punishment. И он, Шрила Прабхупада говорил, что до 5-6 лет к ребенку нужно быть очень доброжелательным, великодушным, практически никаких наказаний. From 6 to about 13-14, very strict. С 6 до примерно 12-13 с ним надо быть очень строгим быть. But not arbitrarily, not whimsically. Но это не должно быть просто на основе нашей прихоти. You have to define what's permissible, what's not permissible. То есть должно быть четкое понимание, что разрешено, что не разрешено. And then if the child goes outside of that, then they should be punished. И вот если ребенок выходит за пределы дозволенного, тогда можно наказывать. By punish, we don't mean beating them. Но наказывать мы не имеем в виду, что бить его. No, it's not necessary to beat them, but there must be some reaction, some consequence. То есть нет нужды бить, но просто должны быть какие-то последствия того, что человек сделал неправильно. Then when the child becomes adolescent, after they're physically mature, then the parent becomes their friend. И вот тогда, когда позже, уже после 13 лет ребенок взрослеет, приходит половая зрелость, вот тогда родители должны быть с ним друзьями. As they become adults, they need to use that knowledge that they've been taught. Став уже подростком, взрослым, ребенку необходимо суметь применить то знание, которому мы его учили. So they're going to try different things. И поэтому они начнут пытаться делать какие-то разные вещи. They may do things that are wrong, or what we would consider wrong. И они могут сделать то, что нам покажется неправильным. And then the parent, he acts like a friend, a counselor. И вот в этом случае родитель уже должен действовать как друг, как советник. Oh, you did that, huh? What was the consequence? Вот, ты так сделал, а к чему это приведет? And then you give them guidance to help them understand, yes, this is how things work. И тогда необходимо дать ему руководство, понимание, как все происходит в жизни. But the child needs freedom to be able to explore those boundaries and to be able to understand how this world works. Но ребенку необходима свобода, чтобы ощутить вот эти границы своего поведения и понять, как мир вращается. So give them the freedom to do that, and then be there to help them work through those lessons. Поэтому дайте им свободу сделать эти шаги, и когда он будет проходить свои уроки, будьте рядом с ним. Something more? Может быть, еще какие-то вопросы? So tomorrow we're going to speak about place. Завтра мы будем с вами говорить о месте. How to find our place in society. Как найти свое место в обществе. How important it is to have a place. Насколько это важно иметь это место. And particularly how important it is to give people a place in Krishna consciousness. И в особенности мы будем говорить о важности того, как необходимо дать человеку место в сознании Кришны. Okay. So, thank you very much. Спасибо вам большое. Good luck to you raising your children. Желаю вам удачи в том, как вы растите своих детей. They are the future, so you please take care of them very nicely, huh? Наши дети — это наше будущее, поэтому позаботьтесь о них очень хорошо, пожалуйста. And then they'll take care of you nicely. Then they'll take care of you nicely. The children will take care of you. И тогда дети о вас хорошо позаботятся. So Bhagavad-Gita.